replied, yes, because because I love everyone. This is the today's paragraph. Okay, 1 minute. Мы можем пока потихоньку начать читать, может быть. Сейчас, подождите, дайте найти. Introduction, right? Yes, this is introduction. Да, наверное, Према как раз смотрит английский вариант. Может быть, и там как-то подсказать в английском варианте. Okay, then, okay, so the next paragraph is about, for my family, it was a big thing that after 3 years, I'd come back to America, Yes, right? right, yeah. Yeah, please. Okay. Все, давайте начинаем. Да, Прабу, пожалуйста. Все читать до конца, да? Ну, давайте так, да. Можете по несколько абзацев, по пару абзацев передавать как-то. Хорошо. Позже я услышал, как слуга сказал Прабхупаде: «Шрила Прабхупада, все очень любят вас». И Шрила Прабхупада ответил: «Да, это потому, что я всех люблю». Мое возвращение в Америку после 3 лет жизни в Индии стало большим событием для моей семьи. Из Чикаго приехал мой дядя, и я устроил ему встречу со Шрилой Прабхупадой. Дядя был врачом и идеалистом. Он признался Шриле Прабхупаде, что глубоко разочаровался в других врачах. Дядя считал, что их слишком материалистичными, и ставил им вину, что деньги интересуют их больше, чем здоровье пациентов. Дядя изливал сердце Шриле Прабхупаде, а тот внимательно и участливо слушал его. Мне казалось, что время остановилось. Беседа продолжалась около получаса, и за все это время Шрила Прабхупада произнес лишь несколько реплик. Он просто с огромным участием слушал. В конце, когда мы уходили от Шрилы Прабхупады, дядя повернулся ко мне и сказал: «Боже мой, я никогда не встречал подобных людей. Мне нужно его сфотографировать. Я никогда не видел такого лица». Дальше. So he read 1 paragraph or 2? Сейчас по очереди. He read the small paragraph and the bigger paragraph where Prabhupada said, I have to take a picture of him. I've never seen such a face. He finished with that line. Okay, that one. He finished with that? Yes, yes. Then, okay. He can read the next paragraph also. Давайте еще We один. can. Пожалуйста, Индирмат. А в жизни Прабхупады было великое множество примеров, когда он выступал в качестве наставника или советчика. Он проявлял личный интерес к каждому, кто шел с ним на контакт, и таким образом завязывал теплые отношения с этим человеком. Прабхупада тонко чувствовал мысли и ощущения собеседника и очень смиренно и тактично давал ему понять, что понимает их. При этом его забота о собеседнике была совершенно искренней и неподдельной. Можно также видеть, что, как он любил всех, каким внимательным, терпеливым и сочувствующим слушателем был, и какое впечатление это производило на окружающих. So we see how Prabhupada, he was not talking anything spiritual at all. In fact, hardly Prabhupada spoke. He was just listening to that uncle of Giriraj Swami who was just talking about his own, grief. I mean, he was idealistic. So anyway, he was saying good things, but it was nothing spiritual. But Prabhupada was very understanding. And so he hardly heard Prabhupada. But because he had such a good, this thing, he said, he was so impressed with him. I've never met anyone like him, he said. Как мы видим, дядя Гирираджа Махарадж был идеалистом, он изливал свое сердце Прабхупаде. Прабхупада, по сути, в беседе с ним духовных тем не касался, он даже вообще мало что смог сказать, он просто слышал, как дядя изливает сердце, и в конце оценил дядю, сказав, что, боже мой, я никогда не встречал подобных людей. Но все равно даже вот
такого участия Прабхупады в диалоге было достаточно, чтобы дядя остался под сильным впечатлением. So these are all aspects of counseling. We can see how Prabhupada was very personal. You know, he was interested in him. Normally, impersonal means we are not interested to hear about other people's lives or their interests or opinions. But being personal means being really interested in other people's life, what their interests, whatever they're talking about. Это важная часть наставничества, потому что обычно мы не интересуемся жизнью и чаяниями других людей, но в случае наставничества и консультирования нужно проявлять очень живой интерес, расспрашивать людей. Sometimes we even change the topic, right? If karmis start talking something about their lives, then we'll try to change it and deflect it to something Krishna conscious. Даже бывает, если с кармическими людьми мы общаемся, мы стараемся перевести тему, если они начинают о чем-то совсем уже не том рассказывать, чтобы попытаться как-то вырулить на тему, связанную с сознанием Кришны. But here we see how by showing interest in him, by being very sympathetic to him, he just won his heart. So we also have to do that. Но здесь видно, как Прабхупада просто благодаря своей симпатии и внимательности покорил сердце дяди Гирираджа Махараджа. Мы должны тоже учиться вести себя так. And that person, I mean, that uncle felt that Prabhupada really understood him and he was so much attracted to him. В итоге у дяди сложилась уверенность, что Прабхупада его очень хорошо понимает, и он проникся к Прабхупаде симпатией. And of course, he really cared for that person, for everyone. He could empathize. Somebody else, if it had been a devotee, then Prabhupada would have preached to him. That is how the material world is. You should not be attached and all that for a devotee. But because he knew that person, for him, I mean, he was still attached to his profession and all that. So he just listened without saying anything. И вот эта симпатия Прабхупады к людям была совершенно искренней, она распространялась на всех людей. Конечно, когда Прабхупада говорил с преданными, он им проповедовал о том, что не нужно привязываться к материальному миру и все такое, но если он говорил с кармическим человеком, то он просто слушал его, давал ему возможность высказаться. Actually, when we had very young boys in the beginning in Muscat, we had they were just coming for the program, and they were all working in different car sale companies, as you know, car companies selling cars. So when His Holiness Jayaptak Swami came in the beginning, I saw that he was talking all about cars with them, and I was thinking why he's not telling anything about Krishna. He's just asking, oh, which car is your company selling? And the other one, oh, how much profits do you get? Which is the most, how many cars do you sell? Like this, he was just asking all kind of, business questions with them. And, but they were all very excited, telling all about their companies and so on. Then I was thinking, oh, there's nothing about Krishna in this. But after he left, they all became so fired up, they wanted to chant more and do more services and so on. Когда мы в Маскате начинали только проповедовать, там в основном наша аудитория была молодые мужчины, и вот потом приезжает Шрила Джайапtak с вами и начинает с ними общаться. Они все в автомобильном бизнесе работали, то есть они продавали автомобили, и у него беседа с ними была по поводу автомобиля. Он их подробно расспрашивал, каких бренды автомобилей вы продаете, а какая у вас норма прибыли на автомобиле. Они с большим энтузиазмом все это рассказывали, а я сидел и думал, господи, почему они о Кришне-то вообще не разговаривают? Но когда Махарадж уехал, у них вдруг чудесным образом пошло такое вдохновение, чтобы джапу читать и другие духовные вещи делать. Okay, they can read the next one. Next to Krishna interests his devotees, right? And about the Bhakti-vrikше program. Yeah. Пожалуйста, 2 следующих абзаца еще прочитайте.
И Шанкиртима тоже, может быть. Кришна хочет, чтобы его преданные брали на себя заботу о других. И когда это происходит, все становятся довольны и счастливы и чувствуют себя под надежной защитой. Так возникает атмосфера служения, и между преданными устанавливаются замечательные отношения, наполняющие их сердца возвышенной любовью к Кришне и к друг другу. Программа Бхакти-врикше облегчает эту задачу. В Бхакти-врикше забота обо всех ее членах начинается с самого начала, что позволяет создать целую общину любящих преданных, которые заботятся о других и сами получают заботу от своих старших. Быстро совершенствуясь в духовной жизни, участники Бхакти-врикше обретают все большую зрелость. Она позволяет им более действенно решать даже сложные вопросы и брать на себя ответственность за духовный рост своих подопечных. Таким образом, преданные помогают инициирующим гуру нашего общества, беря на себя часть заботы об их учениках и помогая им найти место в растущем обществе вайшнавов. So, yeah, this is very much needed. It's not very difficult to care for devotees or counsel them. If we become interested in them, then, at least simple counseling, it's very easy to, just that we should, and in the Bhakti-vrikshe, this is naturally cultivated, that we need to speak, to call them up and inquire about them. So automatically, they start confiding or telling all about their problems to us. Наставничество и консультирование преданных в Бхакти-врикше — это не такая сложная задача, потому что это вообще часть, неотъемлемая часть программы. Если мы звоним преданным, общаемся с ними, они естественным образом начинают рассказывать о том, что их волнует. Is there a question? He's Somebody is asked it. He's asking which page. We can go on. Okay. So what is spiritual counseling? That one. Так, давайте теперь следующее. How many paragraphs should we read? Ничего не такое, право. Как он? Because normal counseling, that is the karmi world, how they counsel. But our counseling is little different. This is for devotees or those who at least have come for Krishna consciousness. Тут я просто сразу хочу сказать, тут у нас такая путаница с терминами наставничество и консультирование, да, вот в этой книге я ее редактировал. В общем, везде, где тут наставничество говорится, тут подразумевается консультирование, не наставничество вот в том плане, в каком мы привыкли подразумевать, просто чтобы вы были в курсе. И вот это консультирование, которое преданные делают, оно очень сильно отличается от того, что делают карми. Читать, да? Да, пожалуйста. Что такое духовное наставничество? Духовное наставничество – это метод, помогающий человеку применить принципы сознания Кришны в своей повседневной жизни. Это процесс доверительного обмена мыслями и чувствами с объективным, умеющим слушать и оценивать вещи с духовной точки зрения собеседника. Наставничество подразумевает сотрудничество. Задача наставника – помочь своему подопечному в прилагаемых им усилиях. Для этого наставник обсуждает с ним новые пути к решению проблем. В первую очередь пути, основанным на сознании Кришны. Знакомясь с другими людьми, которые также могут ему помочь, помогает внести ясность в его мысли и чувства, или же просто внимательно слушать подопечного. Наставничество означает самосовершенствование. Среди причин, по которым люди ищут наставника, встречается желание преодолеть препятствия в духовной жизни, обрести уверенность в себе, понять свои ценности и приоритеты.
справиться со стрессом или депрессией, улучшить отношения с друзьями, семьей и так далее. Наставничество – это своего рода профилактика. Наставник пытается изменить сознание своего подопечного, определяющее его эмоции и поведение. Тем самым наставник помогает ему решить имеющие проблемы и оберегает от возникновения серьезных проблем в будущем, в какой бы жизненной ситуации ни оказался подопечный. Вот некоторые причины, побуждающие преданных обратиться за помощью к наставнику. Стресс, тревога, депрессия, горе и потери, низкая самооценка, проблемы со здоровьем, конфликты с друзьями или соседями, проблемы в семье, насилие, сексуальные, физические или эмоциональные, проблемы по взаимоотношениям с окружающими, пристрастие к наркотикам или алкоголю, переход от одного этапа жизни к другому, одиночество, жизненные неудачи, воспитание детей, проблемы с детьми, подростками. Спасибо. Прям надо же пригласить. Так, я вот только немного не пойму. Мы дочитали до конца, дальше глава 13, правильно начинается? Нет, здесь просто идет это введение, продолжение введения, часть, раздел такой, что такое духовное наставничество. Нет, я вижу, просто мы все же по одному и тому же PDF-файлу читаем. Я просто тут, может, у меня какая-то другая версия. Нет, там просто преданный читает, может быть, по книжке. Если книжка, то она отличается от того, что в PDF. We have finished. Потому что у меня дальше начинается глава 13 уже идет. So mainly we have to tell because people don't know how to connect, because all Bhagavad Gita is very good counseling. Krishna has counseled. Потому что Сансара Прабху же двухстраничный формат. Там у вас 13 глава. Okay. So Krishna, so we have to basically tell them, because Krishna has preached very nicely to Arjuna. You know how to solve his problems. So we have to apply that. Even psychologists, actually, they find Bhagavad Gita very useful. And, you know, when we were talking with Gaur Gopal Prabhu, right? Govardhan Gopal. Govardhan Gopal Prabhu. So he was mentioning how that they use so many things from Bhagavad Gita for counseling and for understanding the psychology. So we have to translate show them how Bhagavad Gita applies in our day-to-day life. That is the main thing that we do in spiritual counseling. Духовное консультирование имеет свою специфику, оно отличается от того, как психологи обычно это делают. Ярким примером такого духовного консультирования является беседа Кришны и Арджуны в Бхагавад-гите. И продвинутые психологи, как нам Govardhan Gopal все время рассказывал, они стараются применять те же самые принципы духовного консультирования, как вот мы видим в Бхагавад-гите. So there are different ways in which we can help. One is sometimes people are satisfied if you just listen and understand their problem, because sometimes, you know, there's nobody to even share their thoughts with. So if you just are very understanding and sympathetic, even that will help them a lot. Помочь человеку можно по-разному, но это достаточно просто сесть и выслушать человека, дать ему выговориться, и ему уже станет легче, потому что чаще всего людям даже и поговорить-то не с кем. Then if possible, if we can help them, somebody we know who can, solve their problems, then we connect with them.
connect them with them. Другая вещь, которую можно сделать, если у человека какие-то специфические проблемы, то мы можем его перенаправить к тому, кто может помочь в их решении. And we can also tell them how Krishna conscious approaches to solving the problem. Ну и, естественно, мы стараемся дать такие вот решения проблем в сознании Кришны. And ultimately, this is the one which actually gives best solutions. When you bring Krishna into the picture, then the problems, become very easy to solve. Когда вы Кришну привносите как часть уравнения, то решение проблем становится проще. So many people who had depression and all that, just by chanting Hare Krishna mantra, then they've overcome their depression. Есть множество примеров того, как люди, например, справились с депрессией просто благодаря повторению мантры Харе Кришна. And there is, I know a doctor who works in the psychology, a big hospital for all mental problems. And he said, you ISKCON people are welcome anytime to come and help, because medicines don't only take to a certain point, but all, singing God's names and yoga and all this are the actual means of, curing all these people. Я знакома с врачом, который работает в крупной клинике по линии психического здоровья. Он сказал, что мы, членов ISKCON, здесь очень рады видеть, в смысле в качестве посетителей и помощников, потому что лекарственными препаратами можем человека довести только до определенного уровня излечения, но повторение имен Бога, йога, вот это все, оно тоже очень помогает. And because we counsel, then what happens is they actually improve themselves in so many ways. Otherwise, it is just theory. They just listen to the class and go away. But if we counsel them, then what happens is they really improve themselves in so many ways. Если на лекции человек просто посидел, послушал, встал и пошел заниматься тем, чем он раньше занимался, то консультирование, оно побуждает человека меняться к лучшему. So some people may not have self-confidence, and just by hearing that I'm not this body, and how the mind is the cause of all the problems, and how by surrendering to Krishna we can overcome the mind. All these things, when they understand, then they really can progress very nicely. Проблемы у людей бывают самые разные. К примеру, кому-то может не хватать уверенности в себе. Если человек узнает о том, что он не тело, что все эти проблемы от ума, и что, изучая Бхагавад-гиту, можно научиться подчинять себе ум, то тогда ему станет легче. And actually, people develop self-confidence only on the spiritual platform. When they understand that I'm not the body, I'm a soul, then they become very self-confident. На самом деле, уверенность в себе можно развить только на духовном уровне, только осознав, что я не тело, а душа. And they may have some confusion about what's the correct values and things like that. And then maybe they're very stressed out. So all these things, if we hear, then from a Krishna conscious perspective, we can help them to, overcome solve the problems. Другие примеры проблем, которые у людей бывают, это немного смещенные ценности в жизни или повышенный стресс. И вот для многих из этих проблем можно дать решение в сознании Кришны. Because the minute people understand that Krishna is also involved in all our day-to-day activities, that is what gives them, strength, hope, faith, everything. Как только
человек осознает тот факт, что Кришна находится рядом с ним во всех его делах, во всей его деятельности, само по себе это уже дает очень большую надежду и придает сил. And that is why a devotee can quickly solve the problems of people. Вот почему преданным удается помогать людям довольно быстро решать их проблемы. And if that with a few counseling techniques, if we know, then we can really help people. И если к этому добавить использование там нескольких техник консультирования, то тогда можно уже реально помочь людям. Even how to improve their relationships, everything. Because in Krishna consciousness, we become very positive. Krishna is very positive. And so by becoming Krishna conscious, we also develop a positive attitude and how to solve problems. We develop that Кришна ability. сам по себе очень позитивен. Когда мы соприкасаемся с Кришной, у нас тоже появляется позитивный настрой. А позитивный настрой помогает решать проблемы и улучшать взаимоотношения. Sometimes we may become negative for our own problems, but for others' problems, we can be a little objective. So it becomes easy to solve their problems. К своим проблемам мы можем относиться субъективно, и свои проблемы поэтому сложнее решать. В случае чужих проблем мы можем на них посмотреть так более объективно со стороны, и поэтому тут легче помочь другому человеку, чем самому себе. So the change, so on the one hand, because they're chanting and all that, their consciousness is changing. So because of that, they are more receptive to whatever we are saying. Если человек повторяет махамантру, его сознание очищается, а когда его сознание очищается, ему проще понять то, что мы хотим ему сказать. So we'll see, did he read out all the topics where we need counseling? Yes, right. So the problems with teenage children. No, some reasons for devotees need counseling: stress, anxiety, Yes, depression. yes, they've covered all this. Okay. Right to the end. Просто такой Okay. там можно номер страницы смотреть. Я уже открыл свой вордовский документ. То есть мы дочитали до проблем с детьми-подростками, правильно? До последнего вот этого. Нет, это вообще-то другое. Мы сейчас Введение читаем, и следующий пункт – это Подождите. разница между психотерапией и наставничеством. Подождите, я понимаю, да. Тут целый был список, обратись к наставнику, стресс, тревога, депрессия. Вот это мы читали. И там последний пункт – проблемы с детьми-подростками. Вот Понял, да, все правильно, спасибо. Yes, they've covered all the list of problems. Okay. So, so if we are aware of these are all the things, then we can find out more about what are the general. I mean, we should be listening also to general problems that people have, in the society. So then we will know how to address these issues in some practical ways also. Ну вот из этого списка проблем мы видим, проблемы-то такие совсем не духовные, и преданному приходится выслушивать эти вещи и предлагать какие-то практические решения. So shall we see how can we overcome stress? What will you say if somebody is very stressed out? Okay, either due to too much work pressure, and stress because of something, their marriage is not working, so they feel too much stress, always tense, and when they're stressed out, they feel a lack of interest in everything around them,
they feel loss of appetite and all these sort of things. Ну, давайте первый пункт разберем. Стресс, да. Предположим, к вам пришел человек, у него стресс. Из-за чего стресс? Проблемы какие-то на работе, очень высокая нагрузка, устает сильно, или в браке какие-то проблемы, отношения не складываются, человек утратил уже позитивный взгляд на жизнь, и плохо ему, аппетит у него плохой, вот такая вот ситуация. See, somebody is telling us about their problems. Okay, I'm very stressed out. My boss is troubling me so much. And, at home also, my wife is fighting with me always. Say, somebody is telling us that. Ну вот представьте, к вам пришел человек и говорит, на работе у меня проблемы, начальник меня уже достал, и дома тоже жена все время меня пилит постоянно, вот стресс у меня очень сильный. Then what will we say to them? Что ему скажете вы на это? Mostly devotees will say, don't worry, Prabhu, just chant Hare Krishna, everything will be fine. Ну, Isn't it? чаще преданно говорят, да, не беспокойся, повторяй Харе Кришна, все будет хорошо, да? Or some philosophy, maybe we'll say you should be detached and not be attached to the results. Maybe we'll say that. Или какой-то философский такой подход изберут, скажут, ну, нужно не привязываться к результату, что-то в таком духе. Then what happens? И Normally, people feel that they don't understand my problem at all. They just want to, I think they want to get rid of me by saying chant. That's it. And disperse me. They don't understand my problem. И дальше вот какой результат? У человека возникает ощущение, что его просто не хотят слушать, от него хотят избавиться и говорят, ну, ты повторяй Харе Кришна, это просто такой вежливый способ избавиться от человека. So, on the other hand, suppose, you sit down with them and, you're not in any hurry and you don't give them the feeling that you're, in a big rush to go somewhere. So you want them to hurry up. You don't say that. And you're peacefully listening to them. А теперь рассмотрим другой подход. Когда вы готовы посидеть с человеком, выслушать его, вы не даете ему понять, что вам нужно уже бежать вот прямо сейчас, куда-то торопитесь, нет у него времени. Вы применяете все приемы внимательного слушания. And then they are just taking out, pouring out whatever they are undergoing. And we should not get also emotionally involved in that we start crying or getting angry and so on. И человек начинает изливать свою проблему. При этом важно не впадать в такую эмоциональную зависимость, то есть не нужно тоже начинать горевать вместе с ним или гневаться, то есть немного отстраненно это все слушать. And so we just attentively listen and try to understand what they are undergoing. We don't have to agree with, we may not be, agreeing with whatever they're saying, but we want to hear what they are feeling, going through. That's all. And without any judgment. У нас нет задачи соглашаться со всем, что человек говорит, или как-то оценивать его слова. Мы просто слушаем и пытаемся понять, что этот человек испытывает, что он чувствует. Because sometimes when we are talking to people, we are constantly making judgments. Is this person, is he correct in doing this? Is he right or wrong? Like this. We already make our opinions in our mind. Чаще всего, когда мы слушаем другого человека, мы уже какую-то оценку ему выносим. Вот тут правильно он сделал или нет, вот хороший он или плохой. And just by hearing them and understanding what they are going through, all 90% of their stress comes down. Но этого делать не нужно, достаточно просто дать человеку выговориться, выслушать его, и уже на 90% ему станет легче просто от одного этого. And when they're calm, and because you have listened to them and given them, you have not judged them
or told them, oh, why did you do that? We should not interrupt them and say, my God, how could you do this? And things like that. Because then they'll become closed. Without judging them, we just hear, allow them to pour out their heart. And because we have listened, so much of their tension comes down. Надо дать человеку выговориться, излить сердце. Не нужно при этом как-то оценивать говорящее, оценивать сказанное и говорить ему, да как же ты мог так поступить? Нет, иначе человек закроется. Просто дать ему выговориться, просто внимательно выслушать, и уже говорящему станет легче от этого. So then they, develop a trust in us. Oh, this person really cares for me and he is very interested in me. И тогда ваш консультируемый проникнется к вам доверием, он увидит, что вы действительно проявляете к нему искренний интерес. So at that time, even if we, even if we give some advice, they'll be ready to take it. Krishna conscious advice. They'll be ready to take that advice because now they're calm, so they can think more clearly, and also they trust us more now. И если на этом этапе вы решите дать человеку какой-то совет в сознании Кришны, он будет более склонен его принять, потому что, во-первых, он уже успокоился, а во-вторых, у него появилось доверие к вам. So maybe you'll tell them, see, because you've heard so many aspects of their problems, and maybe you can give some suggestions, material suggestions, solutions also. And finally, anyway, we have to say about chanting also, that is the most important thing. But now they will be ready to listen because you've gone through all the preliminary things of listening, understanding, and so on. Если вы внимательно слушали то, что человек говорил, то вполне вероятно, что у вас будут какие-то материальные появятся советы, как решить ту или иную ситуацию. Но самое главное, что нужно делать в конце, в любом случае, это подвести человека к необходимости повторения святого имени. Только теперь, когда вы уже все предварительные этапы прошли, он уже будет более склонен это принять. So is that, this is just a preliminary understanding, but are there any questions so far? Ну вот, в общем и целом так это выглядит. Есть ли вопросы какие-то на данном этапе? Did they also read Или about... нужно применять вот такой метод слушания, или это только в случае, если человек хотел бы, чтобы... Говорите. Говорите. Всегда ли нужно применять вот такое слушание, или это только в таком случае, когда человек хочет, чтобы его выслушали как-то и поделиться вот этой сложностью какой-то своей? Should this listening technique be applied in all situations or only in situations when some particular person wants you to hear what he or she is saying? No, listening is very good at all times with all people, even in conversations. If you listen, then people will be so happy. Нет, это And we can можно... respond also very nicely. Это нужно применять всегда, даже просто в обычных разговорах. Если вы будете внимательно слушать собеседника, то с вами другим будет приятно общаться и будет хороший результат от этого. And we can understand people better also. Because mostly, we are very in a rush. We don't have time to listen. And so our judgment of people is also becomes not very deep. И это, к тому же, поможет вам лучше понять собеседника. Ведь обычно мы всегда торопимся куда-то, как-то на бегу все происходит, и поэтому на осуждения о людях часто поверхностные. Но если их внимательно слушать, то мы сможем более реалистичную оценку какую-то их сделать. And normally there are a lot of misunderstandings between people, mainly because they don't listen to one another.
И к тому же чаще всего недопонимания между людьми возникают именно потому, что люди не могут нормально выслушать друг друга. And now with the mobile, WhatsApp and all that, people don't listen at all. They don't even spend time with one another. А сейчас в эпоху мобильных телефонов и всего, что в них есть, люди вообще уже друг друга не слышат, у них уже не остается времени друг на друга. And that's why maximum misunderstandings nowadays. И именно поэтому именно сейчас максимальный уровень недопонимания друг друга. Even parents don't understand their children or their teenage children also, teenagers. Родители уже не понимают своих детей, особенно если это дети-подростки. And also children and teenagers also don't understand appreciate their parents. А дети, и в особенности подростки, не понимают и не ценят своих родителей. Because if the parents listen to the children, then the children will also reciprocate and listen. Если родители будут слушать своих детей, то дети будут отвечать им взаимностью и слушать родителей. And actually, listening is very spiritual because only when we control our mind can we do proper listening. Потом слушание само по себе такой одухотворенный процесс, потому что нормально слушать можно только если мы контролируем свой ум. So first, when we are doing japa, we have to listen to that, listen to our chanting. That's the first step actually. Когда мы читаем джапу, мы должны слушать и слышать себя. Это первый шаг, с которого все начинается. Because that is where we stop listening to the mind and listen to the holy names. Потому что джапа — это когда мы перестаем, наконец, слушать свой ум и обращаем свой слух к святому имени. Any comments or questions? Пожалуйста, комментарии, вопросы. Так, Шенькер Саматаджи. Hare Krishna. Харе Кришна, Маджи Према Падмини. Спасибо большое. Ну, для меня довольно емкие комментарии к этой книге с вашей стороны. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, 90% отношений с консультированием мы слушаем активно, а вот эти 10%, они же специфические, дать совет, значит, по отношениям, по физическому здоровью, по воспитанию детей. И, как сказать, люди, ну как эти психологи, они долго учатся этому. Это, на мой взгляд, очень, ну как сказать, глубокая квалификация. А преданные Бхакти-врикше просто они верят в Господа, и они стараются поделиться святым именем. Скажите, пожалуйста, где, как сказать, вот эти 10%, все ли мы квалифицированы давать, ну, специфический совет на проблему? Thank you so much for very deep insights today. When we are actively listening, we spend 90% of our time for that, and only 10% for giving solutions. But those solutions should be very thought up, very thoughtful, and professional psychologists, they get a special training to do this. Whereas Bhakti-vrikše devotees, they can just rely on the Lord, and that's all. To what extent are they qualified to give any solutions in the remaining 10% of the time? No, because the professional psychologists may, I mean, they are giving techniques without Krishna, okay? So we can learn those techniques. Some of it may be useful, but for us, our greatest psychologist is Krishna. I mean, because if we read the Bhagavad Gita, actually it clearly defines everything. And because of that, actually, devotees really understand psychology.
They don't know what is the mind-driven. What the psychologists you have to keep on going to them, and then, most of the time they can't even give some solutions. It helps to a certain extent. I will share an example, okay? Can you I give, know a couple. can you give a Okay, break? So, yes, sure. что касается профессиональных психологов, то да, у них техники определенно есть, но у них нет Кришны. В то время как у преданных есть Кришна, и они могут при желании обучиться каким-то несложным техникам. Но опять же, возвращаясь к профессиональным психологам, они по большому счету помочь-то человеку не могут. То есть люди к ним ходят снова и снова бесконечно, потому что даже сами психологи не понимают, как работает ум, а это все есть в Бхагавад-гите, и преданным это знание доступно. Мгм. I'll share an example. I know a couple who are going through a lot of difficulty in their relationships. And the husband is a devotee, and the wife she's interested in spiritual life, but she doesn't want to do Krishna consciousness. Просто вот такой пример. Одна семейная пара, очень большие у них сложности в отношении. Муж преданный, а жена, в принципе, интересуется духовностью, но вот сознанию Кришны не очень тяготеет. And mainly she doesn't want Krishna consciousness because he was very pushy in the beginning, without understanding her, without giving her time, without listening to her, but just forcing her to do Krishna consciousness. So she turned against Krishna consciousness. И настроена она против сознания Кришны по той простой причине, что еще в начале их отношений муж был слишком фанатичен и буквально навязывал ей сознание Кришны, совершенно не хотел ее слушать, не интересовался, что ей на самом деле нужно. And by nature, she is more comfortable with impersonalism. I mean, jnani kind of approach. She also wants God, but she is not so comfortable with devotion so much. Ну и просто по ее складу характера ей вот тема преданности не очень интересна, и больше так заходит что-то имперсональное, такое гьяна, вот такого рода вещи. And one common friend told this husband that actually he needs to see a professional psychologist because he's got, he gets too angry fast and all this. He should And go, yeah. or she should go to a psychologist. Who should see? Yeah, Husband that or he wife? should go to a psychologist because Uh-huh. he gets very angry and he's very pushy and he doesn't give time to his wife. Ага. И их общий знакомый, который знал и мужа, и жену, посоветовал мужу сходить к психологу профессиональному, потому что у мужа какие-то вспышки гнева бывают, он начинает там заставлять жену что-то делать. So he went because he's a devotee. So he consulted the psychologist and gradually he, changed in the sense that he started calming. I mean, he became more calm and he understood what are his mistakes and he tried to improve himself. И вот преданный стал ходить к психологу, ходил, и потихонечку ситуация стала улучшаться, этот преданный стал поспокойнее, он начал понимать, в чем его ошибки были. But now the wife, she, one would think that now she was becoming happier about this change, but now suddenly she started complaining that, you've, I don't know, she had some problems about him, about the past. She's not satisfied. She's just bringing up more problems, even though he took so much trouble to change. And he said, okay, I will not force you about Krishna consciousness. And like that, he also tried his best to adjust with her, but she was okay for some time, but now she is not. She is finding out more problems, or more mistakes about him, some other mistakes. Ага. И по первости-то жене это дело все понравилось. Вроде как стало получше, там отношения получше, но только на первом этапе. А дальше стало, наоборот, еще хуже, потому что жена стала какие-то прошлые его ошибки вспоминать, какие-то новые претензии к нему, к мужу стали возникать. И хотя муж прилагает большие усилия к тому, чтобы вести себя по-другому,
Жене на самом деле только хуже сейчас стало, чем было раньше. So the mind is very complicated. Now they have to keep on going and seeing the psychologist because now she's got a problem. And then she'll come up like that. So, but И on the other hand, actually, that devotee, if he had listened to devotees and started, trying to, because he wasn't chanting properly, he was very restless. And so because of that, he couldn't control his mind and he wasn't listening to the devotees that, don't be so, this thing, spend time with the family, all that the devotees were, explaining, but he wasn't following anything. И, в общем, в результате теперь к психологу ходят они оба, продолжают ходить. И он, и жена теперь уже со своими проблемами. Но всего этого можно было бы избежать, если бы он все время послушал преданных, потому что преданные ему говорили о том, что он и джапу нормально не мог читать, всё, он как-то там беспокоился, скакал там, что-то такое делал. И с женой тоже преданные давали ему советы, как лучше было бы себя вести, но проблема в том, что он такой был беспокойный, что он не слушал никого. But because he's a devotee, he's a nice devotee, he's quite humble. He took he really worked on whatever the psychiatrist told him. But still, you can't be guaranteed of solutions. Мгм. Он, как преданный, это хороший такой, смиренный преданный. И вот что ему там этот психолог говорил, или психиатр, или кому он там ходил, он старается все это применять, он старается как может, но проблема в том, что это все не работает должным образом. So ultimately, then he only became, he understood that I have to surrender to Krishna, and only in that way, things are going to be fine. Because Krishna says, I'm the Paramatma in everyone's hearts, and I'm controlling everything. So finally, only that works. So now he has become very, very patient, and he's depending on Krishna. И в какой-то момент преданный этот пришел к тому, что нужно просто предаться Кришне, потому что он параматма в сердцах всех живущих, и только Кришна может помочь. И вот сейчас он на этом этапе таком предания находится и развития в себе терпения. So psychologists cannot, to some extent, they help you understand the mind and, overcome some, that also, the person has to voluntarily go, then only they will get. On the other hand, there is no guarantee of success also. Таким образом, психологи до какой-то степени могут проблему самому помочь решить, только при условии, что человек к ним добровольно обращается. Но опять же, стопроцентной гарантии это не дает. So ultimately, only Krishna consciousness can solve these problems. По-настоящему решить все эти проблемы можно только с помощью сознания Кришны. Because it's a science, it's completely scientific. Because Krishna is explaining it. Maybe for a materialist, it's difficult to understand. But for a devotee who's, who's chanting, who started chanting and listening to Bhagavad Gita, then gradually he can understand these things. Сознание Кришны – это целая наука. Кришна очень научно все излагает. Может быть, кармическому человеку это непонятно, но преданному, который повторяет святое имя, все эти вещи, они открываются. And we've got a psychological technique by which, we can solve, practically solve problems between people, especially in relationships and all that. К тому же у нас есть психологическая техника, которая реально помогает решать проблемы, особенно во взаимоотношениях. And ultimately, we have to come to the spiritual understanding. What is the mind? What is the intelligence? What is the soul? Then only we can really bring about, lasting change in a person. Только надо понимать, что долговременные изменения возможны только в том случае, если у нас есть четкое понимание того, что такое ум, что такое разум, что такое душа, как это все взаимодействует. Did I answer your question? Это ответило на ваш вопрос?
Очень большое спасибо, Маджи Према Падмини, в десяточку, корень дерева. Yes, thank you so much. Exactly what I needed to hear. Дермата же тоже поднята рука. Харе Кришна. Дорогая Према Падмини Матаджи, скажите, пожалуйста, Hare Krishna. мы часто говорим, да, в Бхакти-врикшах молиться за других, за своих подопечных. Скажите, пожалуйста, все-таки, как правильно молиться за других? Это может быть повторение маха-мантры, несколько кругов за них читать, или это какая-то молитва своими словами, обращенная к Кришне? On Bhakti-vrikше we know that we have to pray for group members, for other devotees. How exactly to do it? Should we chant a few rounds for them, or should we pray in our own words, or how to do it properly? Yeah, by praying also, prayer is very, very important. So everybody can pray for them and chant for them, and that definitely that will help. Ну, молиться, да, самим молиться и других просить тоже молиться, это эффективно. She's asking exactly how should we pray, in what We can way? just chant Hare Krishna mantra for them 3 times. Можно 3 раза мантру Харе Кришна произнести за человека. For example, I talked about this couple who had problems. Every morning after class, we pray for them, chanting Hare Krishna. Вот, что касается этой пары, возвращаясь к этой паре, у которой проблемы психологические, мы каждое утро после лекции за них вот 3 раза повторяем Харе Кришна за то, чтобы у них ситуация улучшилась. То есть неправильно повторять круги за человека, не имеется в виду за счет его кругов, а как молитва, это не применяется, так, именно вот прямо круги маха-мантры. Because sometimes we chant a few rounds and give benefits to this person, or it's not proper to do that, or just pray in the form as you just said. Can you please repeat what? Sometimes what? Sometimes they chant few rounds for that person, not just saying 3 times Mahamantra, but they chant on beats a few rounds and dedicate the benefit to that person. Or it's not required, just enough to... Yes, of course you can. Yes, that's very good. Ну, можно, конечно, и круги почитать, тоже это хорошо, да. Спасибо. And devotees praying like that definitely has an effect. Когда преданный молится за кого-то, это определенно имеет эффект. Спасибо, похоже, пока вопрос. Шенкер Смаш, ваш вопрос. Я хотела узнать у Матвея Према Падмини, скажите, пожалуйста, мы слышали, что если начать давать советы кому-то, то придется пережить эту же ситуацию и отработать своим примером, как бы ты поступил. То есть действительно ли так, что приходит ситуация, если ты дал кому-то советы, похожая, и ты переживаешь ее на своей жизни? I've heard that if you give some advice to a person, you yourself will have to undergo the similar situation. Why? А почему, откуда такая идея, что вы должны пережить такую ситуацию? Почему? Ну, мы слышали, что не старайся с советами к людям как бы ходить с советами, потому что, как сказать, тебе придется отработать эту же ситуацию. Сейчас будет вопрос дальше следующий. Где вы слышали? Я просто его предвосхищаю для экономии времени. В среде преданных, как это, сарафанное радио такое между собой, когда разговаривают. This is some common talk between devotees that if you give some situation in a karmical sense, you will have to undergo the similar situation yourself
if you give some advice to another person. You will be placed in a similar situation yourself to live it through. If you are trying to help the other person, why will you get punished? Ну, вот сами подумайте, если вы пытаетесь помочь другому человеку, почему вас будут за это наказывать таким образом? Какой смысл в этом? You are doing, you are helping Krishna, you are helping Guru by taking care of someone. Why will you be punished? Вы помогаете Кришне и Гуру проявить заботу о ком-то. За что вас наказывается тогда? That is just superstition. Это какие-то суеверия. Isn't it? Разве не так? Спасибо, попытаюсь к этому так относиться. Спасибо. Thank you. I'll try to relate to this in such a way. Because you are advising on the basis of understanding that we are not this body. We are giving spiritual solutions. So we'll not be punished for that. Вы же даете советы на основе понимания того, что вы не тело, то есть это духовные советы, за них не будет реакций каких-то. Похоже, на этом вопросы закончились. Может быть, можно пока завершить следующего раза. It seems we ran out of questions, so maybe we can stop at this point. Спасибо. Okay, Ishan Kirti is satisfied? Шани Кирти Матаджи, вы удовлетворены ответом? Маджи Према Падмини, я слушаю всегда ответ, потом еще долго думаю, но то, что сейчас вы... Я очень доверяю вам, и я удовлетворена, получив из ваших уст. Но чтобы дойти до кондиции, мне время надо думать. I trust whatever you say, but usually I have to think it over for some time when I get an answer. Who said this? She says that she is saying that she trusts whatever you say, but usually it takes some time for her to think it over before she starts to implement. I think the idea is that when you tell somebody to do something, you get the responsibility. I think this is the point. То есть, ну, как бы, мне кажется, идея в том, что если вы кому-то что-то советуете, вы берете ответственность, да, ну, просто, может быть, я не до конца это смог перевести. So I think this is the point. Yeah, maybe you feel guilty that maybe I cannot follow it, but I'm happily telling somebody else to follow, right? Ну, потом еще такой, может быть, момент, вы можете чувствовать себя неловко, потому что вы кому-то советуете, ну, как-то поступить, хотя сами, может быть, не до конца этому следуете. Может быть, здесь еще есть такое несоответствие. Isn't it? Может быть, в этом дело? So we should not tell something that something we believe in, something that we have realized, only that we should tell. We should not tell, say somebody is having a problem and we say you take sannyas, and then, you know, then that is beyond our realization. Say, are we going to take sannyas? And you tell somebody else, I mean, maybe you can tell, but if we really go deep into their problem and do it with empathy, then we don't have to feel guilty. You know, we take responsibility means, yes, that is a part of it. That you're trying to counsel someone means it is taking responsibility. So, but if you're convinced that that is the solution, maybe you can consult your senior devotees and find out what can I say this, and then you can do it. Тут несколько моментов. Во-первых, когда мы что-то советуем, это должно быть такое реализованное знание, то есть не нужно советовать то, что мы сами еще не реализовали. Допустим, у человека какие-то проблемы, а мы говорим, ну, тебе нужно просто принять саньясу. Если мы сами не собираемся
принимать саньясу, то не нужно давать подобный совет. Это один момент. Другой момент, если вы стараетесь дать духовный совет, вы слушали внимательно, с эмпатией, и ваш совет имеет духовную природу, то ну, как бы не нужно бояться здесь каких-то последствий. Но если у вас есть какие-то сомнения, то вы можете посоветоваться со своими старшими, прежде чем человеку что-то говорить, и уточнить, могу ли я человеку вот посоветовать такую вещь. У вас микрофон выключен, если вы хотите сказать. Спасибо большое. Вот это вот, по-моему, в десяточку. Я удовлетворена. Спасибо. Thank you so much. This is exactly what I wanted to hear. Okay. Да, ну, спасибо большое, Прем Падматаджи. Мы с удовольствием будем стараться следовать вашим наставлениям и в следующий раз продолжим обучение. Mataji, thank you very much. We'll try to follow whatever you said, and till next time when we'll continue. Okay. Thank you very much, Hare Krishna. Да, спасибо большое. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavnebhyo, Vaishnavebhyo namo namah.